Хорошо, Виктория. Я посчитаю от 3 до 1. Ты расслабишься и войдешь в эфирное пространство. 3, 2, 1. Виктория, ты в эфирном пространстве. Мгм. Хорошо. Что ты видишь? Вижу, что какая-то энергия, как будто вот так едет, и потом это черное, как будто бы со Мгм. стороны. Ну, короче, вижу что-то. Ладненько. Давай пока отсоединись от этой ситуации, поднимись повыше. Да. На счет 3 найди в эфирном пространстве катастрофу в штате Огайо 3 февраля, когда сошел с рельсов поезд. Поднимись повыше за несколько минут до столкновения, до схода с рельс. На счет 3 ты это увидишь. 1, 2, 3. Я вижу, что поезд идет, он как-то идет. Это программа, как будто бы стеклянный или как ледяной из сектора интерферента. Идет вот так к центру. Центр находится, ну вот в центре объекта, где на ментальной карте вот центр, и соответствует это вот ниже нижнего, ниже оси. То есть это как бы находится в пространстве, считывается как межпространственное. Вот. Угу. И он движется к определенной точной черной точке. Возле этого поезда стоит какая-то огромная сущность, которая смотрит на часы, вот такие какие-то движения круговые рукой делает, показывает черной палочкой на эту точку, и его рука, эта палочка соединяется с этой черной точкой. От этой черной точки идет такая подключка в сектор магии. А в секторе магии это то, что я увидела, как только закрыла глаза. Там как будто бы идет какая-то стол овальный, и за этим овальным столом какие-то сущности сидят. Нет, не сидят, а стоят. Какие-то фигуры стоят и как будто бы что-то делают. Так, что это фигуры? Приказываем им проявить согласно их физических ДНК и отвечать, что они делают. Они говорят, реструктурируем М. паровоз. Так, приказываем отвечать, кто они такие. Я слышу Обама и думаю, что это такое? И кто это такой? Бывший президент Обама. Но я слышу, да. А я слышу овальный стол Обамы. Мгм. Так, кто там из этих фигур самый главный? Приказываем отвечать, кто он такой, имя, фамилию. О, а, проявляется вот эта пирамида, на которой сидит или в которой сидит вот так как-то этот баф Мед. Амед. Я не знаю, М. зачем ютубчик не разрешает это слово произносить и блокирует видео. Мгм. Вот. А считай, Виктория, информация. Почему YouTube блокирует это слово? Я так слышу весть. Это весть об источнике зла.
Мгм. Ясно. Хорошо, вернись к этому. Вот это баф. Ну, Ну, не баф. говори дальше. Ну, Пусть короче, будет баф. оно. Мгм. Так. Что это он Турирует. реструктурирует паровоз? Что это он делает? Зачем это ему нужно? Приказываем отвечать. Говорит, направляет к катастрофе, к экологической катастрофе. Мгм. Приказываем отвечать, зачем ему нужна эта экологическая катастрофа. Он говорит, что ему нужна пища обездоленных людей. И я вижу, как люди вот так вот... Эта программа идет такая. Носы закрывают, то есть им нечем дышать. Химическое отравление. Да, и я вижу, как это запрограммировано. То есть идет программа, как я слышу, удушающий газ, и по М, этому удушающему газу открываются как будто портальчики такие, порталы, и идут агрессия, эти энергии, которые как будто бы приглашают другие энергии, более темные, более тяжелые, мгм, которые хотят прорваться наружу. Вот. мгм. Так, а вот этот в овальном кабинете, кто главный? На физике ему я приказываю отвечать, каким образом он в этой катастрофе замешан. Ой, как я люблю расследования, никогда не знаешь, чего там увидишь. Вижу такой, как трафарет и лицо улыбающегося Обамы. Мгм. Странно. М, Что какой трафарет вот этот, он, что это обозначает, этот трафарет в этом случае? Им прикрывается или это от Обамы идет воздействие? Там такая сущность, а, как будто крокодил, но весь черный, как будто бы весь из нефти, из черной. Вот, с хвостом, с таким острым. Но считывается также рептильные гены. Считывается дух Обамы. Хм. Что это вообще за дух такой Обамы? Приказывает он, Ам, да, суть. Вижу у него рога, что-то во рту. Слышу детский трепет. Ам, И вижу этот памятник, который стоит возле церкви сатаны, которую открыл Обама. Мгм. Просто такой камень, как будто бы каменный памятник, как Мгм. цементный какой-то. И он стоит у входа. Я так вижу в эфирном пространстве. Стоит у входа. За ним стоит как дверь этой типа церкви, типа христианская церковь сатаны. И такие дорожки расходятся вокруг этого. Идет из этой церкви и огибает этот памятник, как вилы, на которые вот, Нанизан этот камень. нет, он отекает, он Ага. посередине стоит, а эти Мгм. черные энергии. И все люди в этой церкви ходят на головах. У них ноги, все ноги вот так перевернуты вверх ногами и утягивается в сектор интерферентов, а все перевернутое у них мышление, и в эфирном пространстве они на головах ходят.
Поэтому у них вот этот символ креста вверх ногами, Мгм. потому что у них головы внизу, а их сознание погружено в антимир, в дьявольский разум. И я слышу, им нужны катастрофы, войны, Мгм. какая-то катапульта. И им нужны выбросы негативной энергии. Так, для чего им нужны эти выбросы? Я слышу, чтобы попасть в цель. А какова их цель? Я слышу убить Христа. Так, а что означает убить Христа, интересно? Мгм. Что это обозначает убить Христа? Я слышу благородство превратить в ничтожество, опровергнуть добро, обезглавить добро. Мгм. Так, и это значит катастрофа для выброса негативной энергии была организована. Получается так? Да, им нужна, я слышу, капитуляция, и люди, отселяются люди. Мгм. Эм, Очистить Забрать территорию? дом, да, 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 очистить территорию. Мгм. Так. Давай найдем, ну, может быть, коллективное сознание этих людей, которые там проживают, чье пытаются забрать дом. Давай найдем. Мгм. Я вижу, что люди вот так уходят, как в сектор интерферентов. И у них такие, как черные платки. Это, я слышу, вынужденная капитуляция и вынужденная миграция. И они уходят как в нижний портал, но при этом так говорят, как будто бы ничего не случилось. То есть они просто не осознают, что таким образом втянуты в, Игры, ну, я игры слышу, в дьявола. репрессии, да, Мгм. такого образа, ну, таким образом, такая Мгм. репрессии такие. Так, давай вот этому сознанию передадим алгоритм освобождения, эту информацию, что мы увидели. Если они хотят принять, передадим. Я вижу, как, да, как будто бы человек, то есть это коллективное сознание, которое вот как бы затянулось в эти, считывается, геморройные отношения. Мгм. То есть втянуты в эти отношения с этими интерферентами, с этими упырями. Вот оно читает эту и пишет резолюцию. Говорит, мы отказываемся взаимодействовать с вампирами и показывает на этого бафа. Мгм. Вот. Этот баф по отношению к этому коллективному сознанию по ментальной карте где находится? В секторе магии Мгм. подключен, вот выходит из сектора интерферента. А этот баф, он так и считывается, люциферианская церковь, сатаны. И так Мгм. и слышу, церковь сатаны, Обамы. Мгм. Передай информацию коллективному сознанию, что это в секторе магии находится этот баф, и они могут приказывать ему убирать все его воздействия. Если они хотят, пусть они приказывают ему. Я вижу, как эти люди отдают эти черные носовые платочки, поднимаются вверх. Я
Вижу, что там образовалась воронка энергетическая. Мгм. Считывается для затягивания сознания в рутину. Ну, конечно, если человек будет жить счастливо, ничего не будет происходить, то М. человек очень быстро освободится от гнета этих негативных энергий и программ, станет свободным, а темные останутся без пищи. Мгм. Вот они периодически такие создают такие штуки Мгм. всякие. Так, вот эта катастрофа, дело рук Баффа над землей, отравление земли. Я от лица земли ему запрещаю травить земли и приказываю ему забрать все эти катастрофы, все эти нападки на землю. Пусть применяет к нему же. Когда ты это говорил, то вот эти люди, которые склонились, как будто бы делают операцию над кем-то, там такая светлая энергия, они вот так встрепенулись, как будто бы испугались. И вдруг я увидела, что это люди, которые находятся, у них белые перчатки какие-то а, и сюртуки с такими, как будто бы они все дирижеры. Вот. И они вдруг все встали и начали смотреть в одну точку. Это по ментальной карте, это принятие решений, сектор принятия решений. Так, что это за точка, куда они смотрят? А, так, я вижу какое-то поселение, какой-то город, и там звучит такая, ну, просто американская музыка. Ну, не классическая, ну, чисто американская. Мгм. Так, что это за город, поселение, как он считывается? Название есть? Нет, не слышу пока. Может, придет попозже. Угу. Хорошо. Что там происходит? Вижу, там кто-то играет в домино, как будто бы, в какая-то игра. Сидит черт какой-то, Угу. черный, со стороны интерферента. И играет как в домино, и так стучат они так вот. Какой-то человек толстый в каких-то красных штанах. Угу. Так. Какой-то Играется рыжего цвета волосы у него, какие-то странные бакенбарды, такие большие. И чашка, не чашка, это какой-то кубок пива такой какой-то большой, керамический, что ли. Так, приказывает ему рыжему отвечать, кто он такой, как его зовут. Он говорит, что он Джон. И показывает, и говорит, что это его ленд, земля его. Вот это. Угу. Но там вижу, что это не наше время. Это какое-то время странное, и все как будто бы пустыня такая. Какая-то земля такая оранжевая. А там Время дальше, заселения, колонизации. я не знаю, там стоит несколько домов, таких хижины такие, и стоит возле одной хижины женщина какая-то. Мгм. Так, что это А за он женщина? играет с этой сущностью Мгм. в А какую-то кто на, игру. а кто на физике представляет эту сущность и приказывает проявиться? Ну, я слышу банкир, какой-то человек. Он сразу проявился в секторе магии. Приказывает ему банкиру в секторе магии написать, кто он такой. Фамилию, имя, фамилия, имя.
Он такой интересный, у него сразу проявились такие полоски. Вся одежда в таких полосочках. Белая, черная. И шапочка такая, и вся одежда. Он такой в этих, такой блатной, в этих туфли. И все такое в полосочку. Вот. М. Так, кто он такой? Приказываем ему написать фамилию, имя, потом воплощение кто. Идет вот так, что вот этот Джон говорит, а этот говорит, что он Джонсон. А Джонсон это, по-моему, фамилия. Странно. Так, А чё он в полосочку весь? считай, Виктория, что это обозначает? Это одежда в полосочку. Узник. Узник. А чей узник? Да, что обозначает узник? Так, кто-то ему что-то нашептывает. Так, а где-то тюрьма, где он сидит. Угу. Узник чего? Я вижу какое-то пространство в секторе интерферентов. Оттуда идет информация, капитуляция, как центр капитуляции. Угу. Ого, траву Центр. косят. Ты слышишь? Мешает, да? Немножко не мешает, Виктория. А у меня как будто бы по ушам это есть. Так, значит, вот этот Джонсон, это вот этот банкир, получается? Да, А играет он в домино с этим Джоном, хозяином этой земли. да. Так. И он говорит к этому Джону, что Джон должен уйти. И когда он это говорит, я вижу, что там есть какое-то зернышко черное. Вот это центр этого события, куда это все притянулось. Угу. Так, как считывается это зернышко? Обман. Вот это черное зернышко считывается обман. Этот обман принадлежит Джонсону, этому банкиру? Да. Он не банкир, он узник. Он аферист. Ага. Так. И что между ними происходит? А я вижу, у них какая-то игра, как-то они руками вот так дын-дын-дын-дын, что-то вот такое сделали. И потом задницами вот так подпрыгнули. Мгм. Какая-то неестественная игра дурацкая. Какой-то танец там у них дикие такие есть или не Ну, дикие? это не дикие танцы, это Да. типа приколы такие, да. Да-да-да. Мгм. Так, Виктория, считаю, вот это событие, оно это как связано с этой катастрофой в Огайо? Да, это центр тяжести, центр тяготения. Это к этому тянется. Мгм. Это считывается как дефект, искажение. Как зацепка Да. этого события. Мгм. Так, они между Джон и Джонсон какой-то контракт заключили между ними? Да, я вижу, что что-то произошло, и вот этот Джонсон, вот так этот Лэнд берет и переносит как бы в центр, вот там, где, слышу, центр тяжести, вот там, где находятся вот эти, вот этот овальный кабинет этого Обамы. Мгм. Так это там какие-то считываются как министры.
Это вероятнее всего, надо посмотреть, что причина там была заложена. Я слышу 8 лет правления. О, Это дьявола. Обама. Дьявола. Ого. Эти 8 лет – это правление Обамы, Виктория? Ну да. Мгм. Так. Мгм. Так, какой контракт между этим Джоном и Джонсоном? Они о чем они договорились? Ну, я вижу, что этот Джонсон, он украл земли Джона. Мгм. Потому что этот Джон плачет черными слезами. А его эта жена с ребенком или даже с 2 детьми, может, даже 3, они куда-то вот как будто бы, ну, ушли тоже. Мгм. Так, хорошо. Давай спросим этого Джона, можем ли с ним поговорить, спроси у него. Говорит, говори. Мгм. Так, давай мы, если он хочет, мы можем передать информацию алгоритма освобождения о том, как эти черные сущности ихнюю подлость делают и как от этого освободиться. Если он хочет получить эту информацию, мы им передадим. Он это видит, он это замечает, и он видит, что он фактически... Вот он сидел, Мгм. одну секундочку, что-то там случилось. Может, кошки убежали на улицу. Сейчас я вернусь. Мгм. Хорошо, Виктория. Заморозила это. Они мой ленд косят. Сейчас мы... Ай-яй-яй. Это кошки так драпали, а там окно открыто, знаешь. Я боялась, чтобы они сеточку не Не порвали. выбили и не убежали. А то у нас уже такое было. Так, короче, этот Джон Когда принял замечает, информацию. Да. да, он замечает, что фактически он вот так, этот человек сидит, как будто бы в плаще в таком, этот черт, и он его, вот этот пиндер черный берет и на стол, вот так, его же руками, то есть он помогает самому себе, а я слышу, избавиться от имущества, а этому Джонсону разбогатеть. Мгм. А эту семью, его семью, пустил этот Джонсон по миру. Вот так идет. Мгм. Так, давай покажем этому Джону, что его это решение к чему приведет. Это банкротство его и вот этой катастрофе. Он этой женщине, которая там с детьми стояла возле двери, он ей сказал зайти в дом, а сам берет ружье, и как только приближается этот человек, он на чем-то едет, на машине едет. Такая смешная машина, как будто бы колеса, как велосипед. Вот. А,
мчится и пыль поднимает. А он вот так, там у него огорожено, и он так на колено стоит и сквозь это стреляет. Я вижу прямо по колесам пострелял, Мгм. а этот стоит и смотрит, что вышел. И в этот момент я вижу, что вокруг этого селения выросла такая энергетическая стена прямо к небу. Мгм. Вот я передаю этому Джону, чтобы он в том моменте и во всех следующих моментах отказывался сотрудничать с этими мошенниками, упырями, вампирами. И он говорит, что он отдал землю на строительство храма сатаны. Мгм. Вот оно что. Вот. И он вытаскивает вот так из-под задницы этого дьявола, как будто бы такой большой лист. Там договор о купле-продаже души. Ого. Мгм. И он говорит, что он продал душу дьявола. И он показывает, что его душу, жены, и говорит, твоих детей. Мгм. И я передаю информацию о наших сеансах и о том, что каждая божественная душа и каждое существо имеет право на реабилитацию, имеет право отменить прежние события, что его обманули, и он ни в чем не виноват. Мгм. И я вижу, он там где-то в преисподней тащит эм, э, эту женщину с этими детьми, подает ей руку, сам идет, он расторгает этот контракт. Я ему передаю, чтобы он расторг, и никто не имеет права, если он, конечно, хочет, ему препятствовать. Я М. вижу, что в этот момент он вот так, знаешь, как эти скатерти срывают со столов. Мгм. Вот так он эту скатерть содрал у этого овального стола. Вот. Мгм. И я вижу, когда он содрал это, то это появился на том месте, где этот стоял типа часовщик какой-то, который смотрел на часы и указывал на эти программы. Образовалось такое, как зеркало большое, этот портал. И он вот так Мгм. оборачивается и уходит в сектор интерферентов. И это как цветок какого-то, как будто этот, как его? Подсолнуха, Нет, вот такой пушистый, там вата такая растет. подаванчик, Нет, там вата подаванчик. такая растет. Нет. Хлопок. Хлопок, да. Как цветок хлопка. Вот так раз. Мгм. И он выходит с его землей. Я вижу, как он вокруг ходит и выстраивает границы. И переворачивает вот эту церковь сатаны. Вот так. Мгм. И там такой вот этот пиндер, который он позволил положить на этот договор, на продажу души, на этом же и держится эта церковь сатаны. Мгм. Да, и он говорит, что он продал душу дьяволу. Я передаю ему, что никто не имеет права удерживать ничьи души ни в каких пространствах. Если он хочет, он просто может отменить этот контракт. Я вижу, раз поменялась ситуация снова, и вот он снова сидит и держит в руке как будто бы такое домино большое. И Мгм. он не просто хлопает теперь им радостно, а вижу, что он смотрит. И смотрит
а, это как такая клавиша, одна белая, одна черная. И он видит эту подключку, и он понимает, что он подключается. Таким образом, он из глаза с правого убирает эту подключку. Да, его зовут Рыжий Джон. Мгм. Ой, вот. Прикольно. И я передаю, чтобы он расторг этот контракт. Я вижу, как он снимает эти штаны. О, осчитывается ходить дорогами дьявола. Мгм. И в этот момент он вот это пространство, по которому едет этот автомобиль, он его вот так тоже переворачивает, все уходит. И вдруг вот этот памятник этого Бафомета, он вот так переворачивается, на голову становится. Мгм. И как бы карма, наверное, потому что вот такие бум-бум-бум. Так, хорошо. А этот Джон, он как бы выбивает душу свою у этого а, афериста, у этого этого зэка. Мгм. Вот. Я передаю Джону, рыжему Джону, чтобы он забрал всю его Энергия, энергию, потенциал, душу, частички. Мгм. отверг это предложение, эм, чтобы продать эту землю или отдать, чтобы там построили вот этот церковь Храм. сатаны. Ага. Мгм. И в этот момент я вижу, как вот эта точка с этим поездом, это программа, да, он просто Мгм. это разворачивает и уносит. И вот эти платки, слышу smell, ну, запах, да, Мгм. это все уходит. Мгм. И он толстый был такой, выглядел неестественно толстый. А сейчас я вижу, что это обычный мужчина какой-то. Он превратился в обычного такого высокого мужчину. Мгм. У него зубов Хорошо. нет. Не всех. Не хватает зубов. Я ему говорю, что он может вернуть здоровье своих зубов, если хочет, и отказаться терять свою силу или терять способность перетравливать духовную пищу и научиться, что он сейчас может это все посмотреть и зайти в тот момент, чтобы отменить все те решения, которые привлекли столько несчастья. Я вижу, он идет такими шагами с такой мерилкой, меряет. Мгм. И он вот так идет кругами, больше, больше этот ленд его распространяется, все больше, и больше. Владение, его владение. Мгм. Да, и он говорит, что ничего никому не продает. Пусть он передаст информацию, кого он знает, владельцев земли, что об этой ситуации, о этом обмане. Мгм. Мгм. Весь обман держится, ну, то есть Мгм. он используется для того, чтобы проявлять потом магию, насилие. Вот. Я ему передаю, чтобы он отдал карму за все насилие, которое происходит, и за всю ту ложь, и за эту магию, которая происходит. Ну, ну, карму пусть Мгм. отдает всем виновникам и этому Мгм. полосатому. И этот полосатый вдруг уменьшился и уходит. Хорошо, Виктория. Так. А этот рыжий Джон взял и такой, такое, как будто огромная такая вот отсюда шла энергия, как будто это меч такой огромный, черный, от сектора принятия решений, да, и выбора правильных решений. Он это все заталкивает в сектор интерферентов и выходит вверх. И я передаю ему, чтобы он сейчас очистил весь воздух, все пространство от этой катастрофы, а всю карму за эту катастрофу и за все предыдущие, и за все планированные
будущее. Пусть получают каждый, кто это планирует, насилие против божественного человека. Мгм. Хорошо. Так, И он Виктория. снимает такой, как пояс, как ремень такой из этого. И вот так на шее хлоп этому полосатому. Мгм. Вот. Так, хорошо, Виктория. Так, ну все, тогда отсоединись от этой ситуации. Да. Посмотри на тот случай, когда эти в овальном кабинете посмотрели там на какую-то точку принятия решения. Как изменилась эта ситуация? Я вижу, что там один какой-то человек сидит, и у него вот такая, как тучка такая перед глазами. То есть он как бы сочиняет, как стеклянная такая, считывается робот, то есть программа такая. М. Он сочиняет будущие события на основе этих подключек. А они все собрали вещи и ушли. Мгм. Они ушли, вот так собрали, уменьшились, ушли, как в портал туда, вниз. А этот человек, он остался с этой точкой или тоже ушел? Нет, это ушло. Эта точка, это было вот где стол стоял Мгм. символический. Это вот когда этот человек продал свою душу дьяволу, то есть его обманули, он поддался, он Мгм. показывает, что он 1 копейку типа получил, очень мало. А на этом месте, на его ленде построили церковь сатаны. Мгм. Понятно. Так, хорошо, Виктория, отсоединись от этой ситуации. Да, а он отменил это решение, и все, церковь уже незаконно занимает это место. Даже она, когда постоит чуть-чуть на этой земле, то она не имеет юридического права, потому что они всегда ищут юридическое доказательство. Мгм. Вот как Петр I, его царство называлось Московия. Но чтобы захватить Русь, он захватил в первую очередь право на имя, да, потому что он Мгм. там захватил на то время территории какие-то. Вот и так мало-помалу. Это как в этом анекдоте с этим Мгм. гвоздиком на стене. Так, хорошо, Виктория. Давай посмотрим на сегодняшний момент, Да. как будет развиваться это на этой территории химического заражения. Ну, на Очистится. эфирном плане это причина ушла, Мгм. и на Да. эфирном плане это вот так вот выглядит, и считывается чисто. То есть это не будет этих привязок, нет этих привязок. А нет привязки, значит, все рассеется, все уйдет. Мгм. Так, а вот это коллективный разум этого поселения, с кем мы разговаривали. Нет, это не коллективный разум, мы разговаривали с конкретным человеком, который это все, я таки слышу, замешал, который М. замешан. Ну, он замешал эту всю ситуацию кармическую, Мгм. А вот да. этот коллективный, с кем мы разговаривали, Виктория, когда этот Вагаев, тех людей, которые там проживали на этой территории. Сейчас я их найду. Мгм. Вот эти, которые там вот эти с Да-да, носовыми СМАС. платочками вот идут они. Мгм. Ну, Передаем информацию о этом, что этот Джон расторг этот. расторгнут. Мгм. Да, Да. потому что они все тыкают пальцами на него, что он виноват, а я им показываю истинного виновника. Мгм. И вот эти, которые там стоят в этом овальном, они все Мгм. руки вверх почему-то подняли. Они подняли вверх руки, и оказалось, что у них только такие пиджачки, а ноги у них голые, у них нет штанов.
и у них их достопримечательности все привязаны в одну точку в секторе магии. То есть они отдают их божественную всю силу на служение дьяволу. Мгм. Ой, Да, тоже какие-то масоны. они выходят, эти люди, и этими платочками вот так как затыкают носы этим оборудователям, которые оборудовали это все. Мгм. И вот я вижу, как развязывается, вот раскрывается это пространство, структурируется, считывается. И эта точка выходит, и как это семечко выпало назад, я передаю каждой живой душе, чтобы каждый забрал его чистую божественную энергию и право каждого жить своей собственной жизнью, и чтобы каждая живая душа запрещала вторжение в их личное дело, в их Мгм. личную жизнь. Да. Хорошо. Мгм. Ну все тогда. Мгм. Да. Ну тогда прощаемся с Мгм. ними. Да. Очищаем пространство, Виктория. Да. Поднимаемся вверх, отсоединись от всех и всего. Мгм. Проверяй твое личное пространство. Да, все чисто. Хорошо. Я посчитаю от 1 до 3. Ты выйдешь в физическую реальность и будешь себя чувствовать великолепно. 1, 2, 3.